Приветик, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Na'Vi Junior. С вами, как всегда, Яна. И со мной на связи уже по традиции Даня Хатрик и Фира Дён. Привет, парни! Привет. Ну что рассказывайте, какие у вас впечатления от стадии легенд? Интересно, на самом деле, было. Spirit 3.0 вышли, мне кажется, самый неожиданный вариант, который произошел в легендах. Но они молодцы, чё. Но на всех этапах пикимов никто из вас, по крайней мере, так точно не ставил на то, что они проходят дальше. А тут 3.0 внезапно. Вылетели Vitality, вылетели G2, Imperial практически прошли. Родион, тебе зашел пикем? Да, он мне зашел. А тебе зашел? Да. Ну, это было Нет. очень легко, на самом деле. Просто еще чуть G2 не дожали. Vitality Imperial, ладно, но за G2 Cloud9. обидно. Cloud9. Ну, я изначально сказал, что они либо пройдут 3.0, либо будут какие-то трудности. Но Spirit поздравляю, конечно, 3.0 неожиданно было, да. Темная лошадка. Магия мажора. Как вы думаете, чего не хватило ребятам G2, в частности? Это типа немного просели по морали или просто не получилось? Ну, там близкий матч был, на Ancient все решалось. Они выиграли за атаку, и там один раунд был ключевой, там, где Арт поджал спину мейн и убил двоих, и они выиграли эко, и потом уже экономики не было, и все. У Арта еще был плохой счет. Хотелось бы отметить, что, как вы можете видеть, это не особо влияет. Если у человека полная концентрация, он в важный момент просто сделал 2 ключевых фрага, выиграл раунд за КТ, а на Эншенте сейчас за КТ играть попроще, карта новая. Хотя, опять же, не считаю, что атаку прям оверхард играть, там надо просто хорошо коммуницировать, но Арт выиграл этим умом игру. Но у него был счет 3-13 вроде, или 4, ну, короче, плохой счет был. Что скажете про Copenhagen Flames? Как вам их игра на этом турнире? Я думаю, они задачу минимум выполнили. Мне не нравится... Я не знаю, как у них там все проходит в целом, но индивидуально нравится, как Кукси играет. Капитан у них. Снайпер Нравится? хороший. Не нравится. Но они уже второй раз проходят в эту стадию, и я думаю, они задачу минимум выполнили. Теперь им надо еще, наверное, на шаг вперед вот Энс пройти. Это будет вообще бомба для них, мне кажется. Ты думаешь, у них получится? Они, кстати, могут обыграть Энс, я думаю. Могут. Мне кажется, это равный матчап. Они играли... Я смотрел статистику еще вчера. Копенгаген выиграли у них на Pinnacle Cap, но это понятно. Онлайн-турик. На остальных крупных турнирах Энс побеждает. Но в целом матч, наверное, 60-40 в пользу Энс. Но Копенгаген могут выиграть. Там от цвета зависит еще. Но у них не такой большой мапул, как у тех женцев. вам так не кажется? Ну да, но Энс смотрится очень подготовленной командой именно стратегически. По мапулу я согласен. Ну, у них очень много заготовок, раундов, очень широкий пул. Давайте будем переходить к нашим пикемам на самую завершающую интересную по итогу стадию на Champion Stage. И уже завтра стартует первая игра, это НИПы против FaZe. Я считаю, что это близкий матч, но у Непов, мне кажется, не хватает прям опытного снайпера. И FaZe в такой стадии, мне кажется, на опыте дожмут, потому что там все игроки опытные, очень долго играют на тир-1. И, в принципе, они хоть и... у них были некоторые трудности в легендах, но я думаю, они Непов обыграют. Поэтому я поставлю, наверное, их на проход. Но опять же, Непы такие, что они там могут где-то зацепиться и дожать, камбэкнуть какой-то. Короче, я думаю, матч это 55-45 в пользу FaZe. Поэтому я ставлю FaZe. Хорошо. Я тоже ставлю FaZe, но мне кажется, они сейчас в периоде раскачки. Мне не нравится, как они играют, но грех их не поставить. Мне кажется, они смогут в теории отжать одну карту. Но в целом Best of 3 тоже, я думаю, выиграют FaZe. Надеюсь, они по ходу турнира наберут. Потому что если посмотреть нижнюю часть сетки, то здесь команды покруче сейчас играют именно на данный момент. Не знаю, я не хейтер Spirit, честно, я не хейтер, но им будет очень тяжело. Первый матч на большом крупном стадионе для них будут зрители. Очень часто команды проигрывают, и они 100% уже выполнили план минимум. Понятно, они хотят выиграть мажоры, у них цель, скорее всего, International, такая. может? Да, как International, это будет вообще чудо. Я не знаю, никогда такого в жизни не видел. Чтобы 2 андердога с одной организации могли выиграть 2 крупных турнира. Это вообще невозможно Это будет представить. сенсация просто, если Это они будет заберут. дикая сенсация. У Фурии плохой Инферно. Могут ли они удивить и не банить Инферно? Как ты думаешь? Ну, я думаю, нет, Фурия вчера проиграла близкий матч
G2 на Inferno 16-14. Мне почему-то кажется, Фурия, если так произойдет, они забанят свои дефолтные карты, то Фурия с счета 1-0 начинает. Потому что, мне кажется, на Вертиго у Спиритов нет шанса. Мне в него не играли много. Они вообще играют, кстати, в Vertigo? Они играют в Вертиго, но у них нет много опыта, много карт именно турнирного на этой карте. Мгм. Повторяюсь. Они играют А у Ancient, Nuke, Dust. Лучше всего Spirit, получается. Ну вот на Ancient они, в принципе, я думаю, могут выиграть. Короче, я думаю, Ancient Spirit могут выиграть. А Vertigo, Inferno, там... Ну, Mirage, опять же, тоже, я думаю, могут где-то зацепиться. Вот если будет Vertigo, Inferno, думаю, Фурия закроет. А смогут ли они на сцене, когда очень много зрителей будет, непонятно. Уже индивидуально зависит, есть рандом некий. Для меня Фурия пройдет дальше. Вот, кстати, как раз по поводу плейстайла, у Фурия же все знают, что у них очень динамичный и очень быстрый такой агрессивный стиль, поэтому Team Spirit будет, мне кажется, довольно-таки непросто. Да, их давят, еще давят. Да, но если они выиграют, это, конечно, будет жестко. Поэтому... Но вы ставите оба Фурию, да? Да. Ну, плюс они на плюс морали, они вчера прошли, смогли, удивили. Да, плюс там Ксерата жестко играет. Если Спирит выиграет у Фурии, они пройдут в финал, мне кажется. Энс и Огоньки. Что думаете по поводу этой пары? Равный матчап. Да, интересно. Снайпер пара. посильнее у КПГ. Ну, Энн сейчас в целом, конечно, понятно, играет лучше, но, опять же, Copenhagen Flames, я думаю, спокойно могут выиграть. Ну, вот у Энн Спинкс тоже в форме в последнее время, он очень жестко играет. Тут большой риск. Надо ставить душой. Короче, я думаю, Энс пройдут, если честно. Думаешь, Энс? Да, мне тоже так кажется, ну, во-первых, Снапи захочет все-таки выиграть. Знаешь, что Снапи ни одного турнира не выиграл? Вроде. Бывает. Ну да, это, я думаю, его... Да, у него, мне кажется, сильная мотивация будет. Плюс они в финале играли на ESL Pro Лиге, проиграли Фейс, опять же. Поэтому... Ну я давай думаю, Энс, они сейчас в да, форме, поэтому Энс, ставлю Энс. ну, Энс должен. Не должны, но они фаворит. Да. И глупо не ставить Энс. Тут риск полный, 50 на 50. Нави Херок, на самом деле, тоже вот интересный матч. Самое интересное, мне кажется, Самый за интересный матч, да. У Нави четвертьфинале. вообще сетка такая, если они выиграют, то они заслуженно вообще всех. Как Потому что всегда, у них кстати, у них самая сложная сетка. на всех турнирах самая тяжелая сетка. Но Хероик не самый комфортный соперник, тем более в четвертьфинале. Да. Хероки такие постоянно близкие матчи с Нави. Хоть Нави постоянно их выигрывали в последнее время, но... Ну, Хероик, они проиграли Хероик Нави на Ремере, если не ошибаюсь. Да, но до этого они там с 2019 вроде не проигрывали. Но опять же, там было очень много близких матчей, поэтому... И на прошлом мажоре, я помню, первый матч был против Хероик на Эншенте, там тоже было близко. Там Бумыч взял важный клатч, я помню, как сейчас. Короче, очень интересный матч. Ну, плюс это такой принципиальный соперник после РМРа. Это прям принципиальный соперник для Нави. Мне кажется, как и Фейзы в целом. Я Нави поставил. Тоже на лане со зрителями. Хероик. Я тоже поставлю Нави, но Хероик непростые. Очень непростые. Фейс Фурия Фейс дальше. Фурия. Тут минус Вертига и все. Ну, чисто по картам. Мгм. Думаешь, без шансов? Не будет шанса. Они забанят Вертига, все. Нет смысла. Хотя они какой-то нюк будут пикать, типа этот бразильский Вот нюк в нюк атаке могут могут выиграть. атаковать. Нюк Ну, могут могут, но выиграть. все равно 3 карты, нет Вертига из 3. 2-1 Фейс максимум. Нет, там какой-то, наверное, нюк от них будет, а Фейс возьмут. Хотя и Мираж может быть. Ну, короче. Не, ну по Нету скиллу Вертига в Фейс пуле. посильнее. Ну, конечно, сцена, мне кажется, это логично будет Фейс сюда поставить. Да, А но вот опять же, Нави, всё, Энс, то есть. ой-ой-ой. Ну, Нави Энс, я думаю, Нави, если честно, 2-0 выиграет. Ему тоже будет не очень непросто, мне кажется. Тем более Энс по этому турниру очень неплохо идут. Без особых проблем. Фир, сейчас решается твоя судьба. Ну, Фейс Нави, да, Не, ну все по ждут факту, Фейс Нави. по факту Нави сильнее Энс. Да, безусловно, просто нужно понимать, что это мейджор, и как бы Виталити Астралис и G2 тоже, по идее, не должны были вылетать. Но это мейджор, детка, тут бывает всякое. Ну, я не знаю, мне кажется, Нави, наоборот, будет удобнее играть 3 дня подряд, если все будут выигрывать. Получается, пятница, суббота, воскресенье, чем там в четверг, в субботу и воскресенье, мне кажется. Здорово, что они играют в пятницу, потому что за эти пару дней они смогут подготовиться к Хероик хорошо. И отыграть. Да, ну Хероик такой же. С такой же стороны, да, они тоже могут подготовиться. Мне кажется, у Хероик самая главная задача на любой турнир — это подготовиться к Нави в первую очередь, чтобы обыграть Нави. Ну что, Нави тогда ставим, Данек. Давай. 2-1 Нави. С Богом. Чемпионы мажора. Все?
Я поставил. Ребят, как думаете, где мы могли с вами немножечко ошибиться? В нижней части сетки. Мгм. Я думаю, Там да. очень... Там 51-49, 52-48. Там очень все близко будет. Очень равный И матч. все матчи, причем вот все. На самом деле все вот эти матчи каждый может выиграть. Ну вот просто как Нави, когда И Мид, и начинают вот Спирит могут выиграть. обыгрывать такие клоус игры, выигрывать, то они набирают по ходу турнира, и Да, уже в да. финале им проще будет, если они пройдут вот Согласен. эти участки. Ну, и если Нави обыграет Фейзол, то мы снова будем на первой строчке Шелтиверк. Поэтому Дай бог. выглядит неплохо, все очень даже здорово. Ну что, ребята, надеюсь, что наш общий пикем зайдет, и Нави станут уже второй раз подряд чемпионом мейджора. Ребята, пишите в комментариях ваши пикемы, согласны ли вы с нашим пикемом. И, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Пока! Пока. Пока.